Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Даша, рада снова видеть вас на своем YouTube-канале. И сегодня я хочу показать вам этот невероятно красивый, подсвеченный и просто мой самый любимый макияж, который стал буквально фаворитом этого лета. Вы скажете: Даша, уже сентябрь, Даша, уже холодно, мы достаем свои тренчи. И что, друзья, я считаю, что лето должно быть в душе, и лето должно всегда быть с вами. Поэтому я действительно очень люблю этот макияж, я его делаю весной, летом, осенью и не планирую останавливаться. Можно не до конца все доделывать. Это я говорю о блесках. То есть, если вы не любите совсем эту блестящую историю, то, пожалуйста, пропускайте и оставляйте только то, что вам нравится. У нас будет сегодня косметики много, но я надеюсь, что вы найдете что-то свое, возможно, знаете какие-то лайфхаки, которые я использую, ну и в целом классно проведете со мной время. Поэтому, пожалуйста, если вы еще не подписаны на канал, то делайте это скорее, подписывайтесь и наслаждайтесь. Берите чай, кофеек, конфеточки и приступаем. Как я уже сказала, это мой самый любимый макияж. Просто макияж весны, лета и начала осени. Потому что он очень красивый. И сегодня мы, кстати, разберем с вами еще очень популярный тренд. Это тренд на здоровую, сияющую кожу. Я покажу, как я ее сделала. Причем, смотрите, это смотрится очень, натурально, не перегружено. И это наша основная задача. Потому что мы будем использовать много средств. Но именно при правильной комбинации, при том, что мы немножко доигрывали, как-то изменяли текстуры первоначальных средств, появляется такой эффект здорового, красивого сияния, естественной красоты, к которой мы все и вообще в целом индустрия бьюти стремится. Поэтому мы с вами сейчас все посмотрим, поэтапно я вам расскажу и надеюсь, что вы поделитесь своими лайфхаками, если они у вас есть, и расскажете, как вы делаете свою кожу мечты. Потому что кожа — это одно из самых главных в этом макияже. То есть мы сначала прорабатываем хорошо кожу, потом же переходим к глазам. И вы можете, кстати, вычленить, то есть, например, проработать со мной кожу, а дальше уже нарисовать зеленые стрелки, сиреневые стрелки. В общем, уверена, что все будет классно. И поехали! Итак, первое, что мы делаем, это смешиваем сияющий BB-крем от Холики с тональным средством. У меня достаточно легкий Enough от коллаген. BB-крем, который мы используем, он подсвечивающий, и это поможет нам достичь еще более сияющей текстуры кожи. При этом тон будет фиксировать макияж. Важно перед нанесением тона очень хорошо увлажнить вашу кожу. Я сейчас не шучу, поэтому не забываем про тоник, сыворотки, увлажняющий крем. Чем более будет подготовлена кожа, тем лучше ляжет на нее тональное средство. На сухой коже тон будет смотреться инородно и подчеркнет все шелушения. В зависимости от того, насколько качественная вам нужна проработка кожи, я скорее говорю о ее состоянии, то есть если шелушение, то когда есть шелушение, нужно более притаптывающими движениями все это зашлифовать, или непосредственно есть небольшие воспаления, высыпания, то есть здесь чуть больше можно наслаивать, но, пожалуйста, я вас очень прошу, делать это осторожно и деликатно. Если мы говорим о том, как мы держим кисть, конечно, зависит от формы, но если у вас такая похожая лопаточка, то мы прям плавно все это вбиваем и подстраиваем как будто бы под нашу кожу, чтобы это смотрелось все естественно. Главное в таком сияющем, красивом, здоровом макияже — это не перегрузить кожу. Несмотря на то, что у нас будет много средств, много этапов, но нам нужно сохранить такой баланс, когда мы и перекрываем какие-то несовершенства или вещи, которые нас не устраивают, и непосредственно сохраняем это естественное сияние. Мне очень нравится, как этот BB-крем подсветил кожу. Конечно, если бы он был соло, наверное, было бы чересчур сияние, но именно в такой комбинации смотрится классно. И вообще, пожалуйста, не бойтесь экспериментировать. Все ведущие визажисты постоянно говорят нам, что можно создать свой идеальный тон. То есть, если вам нравится какой-то из тональных средств, но вы понимаете, что он плотненький, хочется чуть полегче, добавьте чего-нибудь, поиграйтесь, помиксуйтесь, вы увидите, как засияют текстуры, как они будут по-разному раскрываться на вашем лице и по-разному смотреться. Поэтому мы взяли такой пластичный коллаген, добавили вообще такую супер сияющую историю. Я хочу сказать, что этот BB-крем, он представлен в разных оттенках, то есть оттенок баночки и непосредственно его направленность. Там есть аква, которая более как будто бы увлажняет вашу кожу, есть непосредственно зелененький, по-моему, он борется с несовершенством и так далее. То есть здесь у нас специально такой, скажем, вброс, блесток и феерии в наш макияж. Конечно, как вам нравится, но я люблю в таком glow-эффекте именно такие легкие текстуры использовать. Далее я предлагаю какие-то труднодоступные места проработать специальной кистью для консилера, или если у вас есть какая-то кисть, которой вам удобно подлезть под, например, крылья носа, непосредственно где губы, складки и так далее. Я беру остаток, который у нас есть, и просто немножечко втаптывающими движениями, если какие-то шелушения есть, о которых мы с вами говорили, либо если вы видите, что где-то вы не подлезли, то сейчас можно это исправить.
Мы переходим к консилеру. Я использую ту же самую кисть. И сейчас у нас будет первый этап — это высветление зоны под глазами. И второй этап — это если у вас есть какие-то определенные несовершенства. Например, я тут вчера поиграла со своим лицом, чего вам не советую, то можно непосредственно это все тоже немножко зафиксировать, но знайте меру, потому что сегодня мы про какую-то легкость, про воздушность и не хочется каких-то очень плотных текстур. Так, я наношу опять наш прекрасный консилер и непосредственно высветляем. Я просто очень сильно вас прошу, пожалуйста, не наносите его вот здесь, не наносите его прям в складки, потому что это сыграет с вами злую шутку, и макияж получится, наоборот, более какой-то уставший, да, ваше лицо не засияет. То есть мы вот так непосредственно высветляем, и вот в этой стороне. Можно наслаивать, можно смотреть, как это все работает, но вот слишком далеко туда глубоко не заходить. Так как макияж у нас пластичный, я предлагаю зафиксировать область под глазами, потому что там как раз-таки у нас нанесен корректор, консилер, и нам нужно, чтобы у нас ничего не скаталось. Пожалуйста, не переживайте, что у вас там что-то скатывается, это естественно, потому что у нас там у всех есть морщинки, и это все нормально, но как бы мы можем немножко это обезопасить. Соответственно, я здесь использую обычно подсвечивающую пудру, это может быть пудра Hourglass, это могут быть метеориты, которые уже очень давно со мной, непосредственно я ими не так часто пользуюсь, но для этой, мне кажется, для этой задачи они просто очень классно подходят. То есть, видите, она такая немножко высветляющая, и непосредственно это как и хайлайтеры работает, да, и закрепляет наш макияж. То есть здесь у нас будут морщины более обезопасены от того, чтобы консилер в них забрался. Перейдем к скульптурированию лица. Здесь нам, наверное, больше помогут какие-то кремовые текстуры, потому что мы про свежий, красивый макияж сегодня с вами говорим. Но главное тоже не утяжелить. Я возьму мою палетку от Kat Von D. Здесь, видите, просто огромное количество различных оттенков. Главное выбрать какой-то естественный. Если мы говорим о свежем, летнем, отпускном, да, макияже, то здесь нужно использовать больше, даже я бы сказала, с бронзирующим эффектом, потому что здесь главное баланс, чтобы это не была какая-то рыжая история, которая сильно выбивается, но и при этом не такой серый цвет, который придаст нам усталости. Давайте непосредственно мы нанесем сейчас с вами скульптор. Можно вообще обойтись без кремовой коррекции, да, то есть можно нанести, например, только сухой скульптор и распределить его, либо все это продублировать. Мы сегодня с вами сделаем, чтобы макияж был более стойкий, чтобы он был более такой сияющий, мы сделаем с вами двойную коррекцию. Я беру кисть от Chic, просто, блин, вообще фантастическая для этих целей, очень-очень крутая. Я остатки, да, наношу сюда, чтобы не было такого, что мы сейчас с вами, бабах, такую красивую историю, то есть и осторожно вырисовываем наши скулы и области, которые нужно затемнить. Смотрится просто супер естественно, как будто действительно это наша тень на лице. То есть такого эффекта мы с вами и должны достичь, потому что все должно быть очень естественно. Пожалуйста, не бойтесь наслаивания, не бойтесь какого-то, да, именно тушевочных каких-то движений, потому что именно они позволяют нам исправить, если что-то вдруг пошло не по плану. Мы обязательно с вами еще все это продублируем сухими текстурами, но сейчас давайте доработаем еще все-таки влажными. Что нам еще осталось? Нам остался хайлайтер, нам остались румяна. Здесь все зависит от того, как вы привыкли, что вам больше нравится. Давайте, наверное, мы с вами сделаем хайлайтер сперва, а потом, хотя, знаете, вот честно, я хайлайтер вообще делаю до скульптурирования, но раз сегодня чуть-чуть подзабыла, то сделаем с вами чуть позже, как бы это особой разницы не сыграет. Тоже берем кисть, которая нам поможет это все распределить, а я, пожалуй, возьму ту же самую кисть, которую мы наносили с вами тон, потому что это удобно, она уже с каким-то, да, небольшим подтоном. Тоже вот все на руке это распределяем, чтобы у нас все было аккуратно. И вау, подсвечиваем. Очень красиво. Вообще, еще, кстати, лайфхак, если у вас нет сияющего тонального средства, или если у вас, например, очень, да, какой-то плотный тон, и вы хотите, чтобы он более так живенько смотрелся на вашем лице, то добавляйте любой влажный, да, такой хайлайтер, который у вас есть. То есть либо вы можете стики на руку перенести, потом добавить туда тональное средство и все это непосредственно перенести на лицо, либо если он у вас в капельках, вот как у меня с дозатором, да, вы просто это смешиваете. То есть вы 2 нажима, например, делаете тонального средства и потом делаете непосредственно уже всю остальную историю. Это смотрится очень красиво, очень естественно. Если у вас прекрасная кожа, вообще без каких-либо изъянов, вы можете просто изначально нанести либо подсвечивающую базу, либо нанести вот
достаточно таким сильным слоем, скажем так, хайлайтер, и потом уже наносить тон. У вас будет тоже такое подсвечивающее красивое сияние, которое пробирается изнутри. Что мне нравится в таких хайлайтерах? Смотрите, мы с вами его нанесли, и он выглядит, как будто просто у нас с вами крутое, загорелое, такое свежее лицо. То есть никакая сухая текстура такой эффект вам не даст. Но может, конечно, приблизиться, да, если это влажное сияние. Поэтому смотрите, как вам больше нравится. Блин, ну просто вообще, мне кажется, фантастически красиво. Я бы, честно, вообще просто красила сейчас ресницы и пошла бы отдыхать. Но давайте сегодня какую-то полную версию этого макияжа сделаем. Теперь я обещала нанести румяна. У меня супер бюджетные румяна, которые стоят 200 рублей, по-моему, на Wildberries. Вот, они просто классно работают, но единственное, они очень пигментированные. Поэтому, пожалуйста, вот так, я думаю, не надо. Будет просто очень сильно, поэтому мы с вами нанесем буквально капельку, распределим ее нашей кистью, моей палочкой-выручалочкой. Вот прям совсем-совсем распределим. И лучше мало, а потом сделаем с вами еще раз, потому что они очень пигментированные. Мы это все делаем кверху, чтобы у нас был такой небольшой лифтинг-эффект. Я всегда протягиваю цвет макияжа, и остаток румян можете спокойно нанести, да, на складку, либо на весь глазик, чтобы это более сбалансированно и красиво смотрелось. Вообще румяна на глазах всегда смотрится очень нежно. Вот посмотрите сразу, да, такой какой-то кукольный эффект. Уже почти на финишной прямой по работе с нашей кожей. Сейчас мы сделаем буквально еще несколько штрихов, которые нам помогут все это зафинализировать. Смотрите, давайте, наверное, мы продублируем с вами только скульптор, потому что он такой, да, как бронзер больше выступит, и сделаем с вами еще хайлайтер, чтобы вообще, из космоса нас было видно. Румяна предлагаю оставить, потому что, мне кажется, так вообще все прекрасно смотрится, нет какой-то особой надобности. Значит, сначала мы с вами давайте скульптором а-ля бронзером пройдемся. У меня просто потрясающий отшик, вообще такой красивый, такой классный, он просто нереальный, им так легко работать. Вот если вы где-то накосячили, то это ваша палочка-выручалочка. Вот правда, не умеете тушевать, взяли его и опа, и все, красивенький сразу. Я предлагаю использовать какую-то, знаете, не более, вот, например, это кисть, да, тоже для скульптурирования. Что у нас еще? Какие-то формы такие более острые, да, чтобы скулу нарисовать. Я предлагаю его использовать такой пушистой кистью, потому что он поможет нам как раз все это зашлифовать, сделать аккуратно и быть просто богинями макияжа. Он такой нежный, что его можно даже не стряхивать. То есть мы просто делаем вот такое легкое скульптурирование, которое нам поможет все еще как бы зашлифовать друг друга и сделать более законченный вариант макияжа. Ну вот, все, смотрите, мне кажется, стало как-то более, да, так единообразно смотреться. Еще можно на глазки, ну, конечно, это очень большая кисть, какой-то экстремальный сейчас вариант, но тоже не забывайте, что такие средства можно использовать прекрасно как тени. Я вообще за то, чтобы средства были функциональны, я такое очень люблю. Ну и теперь просто засияем с Диором. Очень красивая палетка, я обязательно сделаю отдельный обзор, я хочу просто еще это все поносить, посмотреть, потому что здесь все-таки разные текстуры, сейчас покажу разные текстуры, разные блески по тому, как они выглядят на лице, поэтому я хочу прям подготовиться и все сделать красиво. Какой у нас сегодня с вами макияж? Что такой? Или такой? Или такой? Не знаю, шокировать вас или не нужно. Давайте, наверное, вот это нанесем, мне кажется, он какой-то более такой, он и в розовенький нам чуть-чуть уйдет. И будет бежевенький, очень красиво. Просто дублируем на области, где у нас уже был влажный наш хайлайтер. Переходим к глазам, и я сейчас покажу вам просто феерию на моих глазах, потому что я вот больше всего люблю этот макияж, я его постоянно делала летом, я его постоянно делала весной, и осенью я не планирую останавливаться. Я сейчас вам покажу тоже, мы сегодня вообще про смешивание, мы сегодня про какие-то уникальные текстуры, то, чего нам не предлагают в магазинах. Поэтому давайте мы сегодня смешаем с вами два очень бюджетных средства. Это от Эстрад, тени кремовые, и непосредственно от наших прекрасных белорусских друзей и товарищей Люкс Визаж. Честно скажу, что Люкс Визаж гораздо лучше. По цене, мне кажется, Эстрад даже чуть дороже, но Люкс Визаж, он просто такой пластичный, такой удобный, ими работать просто
очень круто, потому что обычно кремовые тени — это такая подложечка сияющая, красивая, и ты либо стрелочку рисуешь, либо что-то еще, когда не хочется заморачиваться. А вот с этими немножко нужно поколдовать, хотя вот оттенок 86 Beyoncé, он у нас, мне кажется, один из самых успешных из моей коллекции, потому что у меня их много, но вот эти лучше, чем эти, но это тоже хорош. Давайте мы немножко смиксуем, потому что, видите, здесь чуть-чуть еще в розовинку уходит, здесь немножко в бежевый. Мы с вами сделаем что-то среднее. Друзья, пожалуйста, если вы еще не подписаны на канал, то я очень прошу вас это сделать, потому что это невероятно помогает вообще моему развитию канала, стремлению что-то делать, а я это делаю с огромной душой и благодарна всем, кто меня смотрит, пишет комментарии и подписывается, поэтому жду вас вот здесь. Советую наносить кремовые тени либо пальчиком, потому что пальчиком они хорошо распределяются, либо непосредственно, да, искусственной кистью. У меня искусственная кисть, вы сейчас увидите, как это все аккуратно, красиво ложится на наши глазки. Смотрите, уже само, да, вот это влажное сияние тоже очень красивое и актуальное в нашем сегодняшнем макияже. Смотрите, вы в тушевке не бойтесь, да, то есть не обязательно вот просто вот тут нарисовать все. Нет, вы немножко протяните цвет. Может быть, не рисовать какую-то форму, да, которая будет вас пугать, которая будет для вас неорганична, потому что мы все-таки сегодня про легкую, да, какую-то историю. Но, тем не менее, не бойтесь, пожалуйста, немножечко, да, это все втушевать, чтобы это все смотрелось красивее. Далее можно оставить так, или уже непосредственно сделать еще небольшую тушевочку. Давайте мы с вами сделаем, потому что она добавит нам такого загорелого эффекта, я это так скажу. Мы возьмем вот такую кисть, тоже чистенькую, и опять наш скульптор от Chic. Как я говорила, мы сейчас сделаем, просто углубим немножко, прям совсем. Видите, глаз стал объемнее как будто бы. Вот не бойтесь таких экспериментов, особенно с продуктами, которые хорошо работают. Внутреннего уголка глаза давайте добавим еще немножко хайлайтера, чтобы еще больше наш глаз с вами подсветить. Может, от Hourglass добавим? Мне кажется, мы его не использовали сегодня. И он такой тоже у нас немножко загорелую историю. Кажется, подойдет нам. Давайте посмотрим. Посмотрюсь в это роскошное зеркало. Я никогда почти не смотрюсь. Так. Можно еще добавить спаркла. Давайте чуть-чуть сделаем. Потому что, видите, все и так очень красиво, но мы можем, во-первых, продлить стойкость макияжа, потому что кремовые тени, они иногда скатываются. Вот эти, которые я показала, они классно держатся. Вот эти, как я сказала, чуть-чуть хуже, но вместе, мне кажется, они вытянут по качеству, и будет все хорошо. Но если у вас кремовые тени хреново держатся, так, прям не очень хорошо, то тогда непосредственно можно это все закрепить, да. Я возьму просто спаркл от Charlotte Tilbury, он у нас на какой-то, да, никакой, скажем так, основе, то есть это у нас просто блесточки, и нанесем их поверх. Во-первых, эти блески добавляют очень красивое сияние. И даже если камера-предательница сейчас мне это все не передаст, то на искусственном освещении это все будет очень красиво смотреться, прям суперско. И мы, да, дополнительно закрепим наш макияж. И теперь переходим к обещанной стрелке. Либо мы с вами берем карандашик, коричневый советую, потому что коричневый он более, как-то, знаете, нежненько смотрится, либо берем какие-то коричневые тени. Давайте, так как карандаш все-таки тоже утяжелит, возьмем вообще тенюшки. И сейчас нежно-нежно вот такой кисточкой, которая, да, либо настушевывает карандаш, либо хорошо прорабатывает непосредственно тенями всю эту нашу задумку. Мы сейчас с вами нарисуем вообще небольшой шлейф. Это даже не стрелка. Это просто, чтобы чуть-чуть затемнить, да, уголок нашего глаза и сделать все это более выразительно. Теперь у нас опциональная история. Если вы любите блески, и вы хотите что-то прям фантастическое, вы куда-то идете, или вы просто любите носить блески в город, то делаем. Если нет, пропускаем этот кусочек и переходим уже, да, к оформлению бровей и теней. Я хочу сегодня вам показать с блесками, потому что
Этим летом блески стали для меня просто каким-то невероятно красивым открытием. И любой макияж с ними смотрится просто вау. Первое, что я хочу сказать, пожалуйста, не наносите блески на всю поверхность вашего глаза. Я так иногда делаю, и я честно говорила вам, что это небезопасно. Так делать нельзя, несмотря на то, что говорят, что блески гипераллергенные, что если попадут в глазик, все будет классно. Но вы не знаете, там, какая у вас личная переносимость, как вообще отреагирует ваш глаз. И все-таки здоровье, особенно зрение, да вообще все, да, это очень важно. Поэтому первое правило, которого мы стараемся придерживаться, это не наносим на всю поверхность нашего глаза и аккуратно их смываем. То есть, когда я смываю, эти блески, что круто, они на гелевой основе, они фантастически держатся. И когда мы их смываем, то достаточно просто, да, пальцы смочить холодной водой и смыть. То есть мы не делаем вот так вот, да, когда у нас гель. Я когда блески, сначала аккуратно так удаляю блески, а потом уже непосредственно занимаюсь всем остальным. Здесь как вам нравится? Либо, как я сказала, пропускаем, либо можно нарисовать стрелочку этими блесками, какую-то фактурную графичную стрелку. Я люблю, вот как мы простые люди, и все, наверное, те, кто меня смотрят, я не люблю заморачиваться, я не совсем умею это делать, поэтому я делаю прием тяп-ляп. Он называется так. А главное, всегда по-разному получится, никогда не знаешь, как у тебя все получится, просто фантастическое какое-то, да, фантастическая история. И мы добавляем вот эти блесточки вот сюда и объединяем с нашим макияжем. Они, смотрите, какие красивые, как будто слюда, да, просто вот что-то такое сияющее. Осторожно выводим, потому что у нас здесь и большие фрагменты блесток, и маленькие. Конечно, вот сюда большие лучше, ну не нужно их сюда. Вот, а по краям welcome. Я иногда и здесь наношу, то есть ну, по настроению. Мне кажется, этот оттенок, он просто очень круто смотрится со всеми нюдовыми макияжами. Хотя он, да, вот так смотрится в коробочке, у нас как будто он какой-то лунный камень, что-то такое. Но, тем не менее, вот как-то хорошо вписывается, мне нравится. Вот такая красота у нас получилась. И что мне нравится, они не осыпают в течение дня. То есть вы не бойтесь вообще абсолютно. Я очень много раз их носила, ни разу такого не было, чтобы они осыпались или как-то мне было с ними дискомфортно. И что главное, они еще не стягивают века. Поэтому эти блески очень дешевые были. 350 рублей на Wildberries. Они у меня уже 3 месяца, наверное. Правда, срок годности 6, поэтому, пожалуйста, когда они засохнут, не пытайтесь. Это может не очень хорошо закончиться. Вот, теперь, значит, идем дальше. Можете либо нарисовать стрелочку еще раз, да, то есть мы уже сделали такую небольшую какую-то дымку коричневую. Берете ваш любимый лайнер и рисуете, если вы хотите более какого-то эффектного макияжа. Или, так как сегодня я хочу показать что-то легкое, мы с вами просто прокрасим реснички, потом уже перейдем к оформлению бровей, потому что брови мы с вами сделаем очень естественные, и, в принципе, можно в самый последний общий момент этим заняться. Мне кажется, естественно, брови смотрятся просто с каким-то гелем, потому что я вообще в последнее время не крашу брови карандашом, вот честно. Поэтому я просто наношу какой-то, да, легкий гель, параллельно, да, укладываю их в нужном нам направлении. То есть, если у вас есть какие-то проплешины или где-то вы там отращиваете волоски, то вы можете просто это все вот так оп, зафиксировать, и все будет красиво смотреться. Я, правда, немножко это в Брежнева пытаюсь, видимо, поиграть. Поэтому, если что-то, да, то консилером, кисточкой, которую вы наносили, тональное средство, можно все легко подправить и убрать. Я люблю такие гели за счет того, что они помогают, да, и придать цвет, и расчесать брови. Потому что можно, конечно, карандашом сначала все это сделать, потом гелем прозрачным, но так вы сохраняете ваше время и при этом красиво оформляете брови. Далее, что мы с вами делаем, это непосредственно либо подсвечивающей пудрой Hourglass, можно, да, все это зафиналить и красиво подсветить, либо подсвечивающей пудрой от Chic. Многие говорят, что это аналог как раз таки пудры от Hourglass, на мой взгляд, они разные, мы с вами сделаем сравнение, простите, это скульптор, но я немножко не так сделала, как нужно было, и купила в оттенке Medium. Этот оттенок вроде бы хорошо смотрелся, когда я тестировала все это в «Золотом яблоке», но на деле, мне кажется, он немножко мне темноват. Но так как у нас какой-то, да, такой все-таки загорелый сегодня макияж, и мы даже еще не выбиваемся от нашей шеи, я думаю, можно все это сделать. Главное, пожалуйста, используйте нежную кисть. Я возьму ту же самую кисть, которая изначально у меня была кисть для румян, потом, ну, как бы в целом, да, кисть для румян позиционируется у бренда. Мы с вами нанесли скульптор, потому что я тоже хотела что-то такое шлифовочное, легкое, и сейчас мы нанесем с вами светоотражающую пудру. Но смотрите, как подсвечивает, можно это простить.
Вот мне кажется, да, что он немножко мне затемнило щеки. Либо мне уже кажется, я не знаю. Поэтому, если присматривать к этой пудре, насколько бы вам ни казалось, что он подходит medium, лучше не надо. Потому что medium лучше использовать, вот именно, знаете, многие девчонки, кто вообще прям светленький, используют его как скульптор или бронзер. Но, хотя не знаю, вот сейчас вроде как-то естественно, да. Напишите, может, мне не нужен лайт. Я, конечно, не планировала. Так, но я посмотрела в зеркало, я поняла, что мне хочется сюда какой-то блик. Какой-то блик. И мы сделаем его с помощью Huda Beauty. Так, ну какой же кистью? Ладно, давайте малышкой. А блик мы сделаем с вами в Moon Magic. Он, конечно, нам сейчас немножко придаст сиреневый какой-то подтон, которого у нас нет с вами. Но он сейчас так засияет. Смотрите. Надеюсь, вам видно. Вот что мне нравится тоже, да, вот в этих бликах, что влажное сияние, как будто вот чего-то такого прям добавили, и уже макияж по-другому смотрится. Он уже как-то более профессионально выглядит, завершенно, красиво. Что касается губ, можно сделать несколько вариантов. Либо мы просто сейчас наносим ваш любимый блеск и бежим. Второй вариант, мы немножко их прорабатываем и тоже бежим. Давайте проработаем. Что мы делаем? Мы сейчас берем какой-то любой ваш любимый, да, нюдовый карандаш и прорисовываем форму. Можно зайти немножко, если вы хотите, можно нет, тут как вам нравится. Мы прорисовали форму. Теперь я, наверное, немножко ее заполню цветом. Я возьму тоже нюдовую помаду. Это может быть любая ваша любимая бюджетная помада. Потому что у меня Charlotte Tilbury из бокса еще со мной кочует. Но это могут быть Stellary, у них классные помады. Это могут быть помада Maybelline, L'Oreal. Да, у них такая есть тоже подсвечивающая красивая история. И я люблю наносить в таких случаях ее кистью. Потому что кистью будет прям супер-супер натурально и аккуратно. Кисть может быть для консилера, кисть может быть для чего хотите. Видите, когда мы так наносим, просто передается цвет, но текстура, да, вот иногда вот слишком кремовая помада, например, кремово смотрится, она особо не передается. И теперь наносим блеск. Давайте выберем, какой вы хотите блеск, друзья. Я сегодня два варианта для вас подготовила. Вот такой, очень крутой, и, кстати, тоже бюджетный, либо с блесками. Давайте, наверное, его посмотрим. Если что-то будет не то, добавим, можно капельку блесточку там на серединку, да? Давайте посмотрим, как он будет смотреться. То есть мы прям тоже на середку и вот так вытаскиваем. Ну что? Мне кажется, просто очень аппетитные губки получились. Прям такие наполненные. Потому что мы прорисовали форму, да, заполнили ее. Еще, если я вам покажу, у меня вот есть блеск с блесточками, да. Не знаю, насколько будет видно, но можно его добавить, да, то есть и будет еще более такой пляжный эффект. То есть мы такие все сияющие, и у нас тут тоже, да, немножко подблекивает. Но я вам советую прямо вот сюда, да, на середочку и размазываем. На середочку и размазываем. То есть тоже, не только у нас такие, да, из космоса губы были, я тоже так люблю, поверьте, я с вами. Но здесь главное какой-то баланс. Ну что, друзья, мы завершили с вами макияж. Мне кажется, он смотрится просто очень потрясающе. И, как я уже сказала, неважно, осень, зима, лето, красивая, сияющая, здоровая кожа, мне кажется, она актуальна практически в любое время года, потому что это смотрится естественно, это смотрится красиво. И у нас с вами очень легкие текстуры на лице. Поверьте, этот макияж очень стойкий, да, несмотря на то, что он кажется таким очень каким-то влажным и легким. За счет того, что мы хорошо подготовили кожу, за счет того, что мы продублировали, да, у нас кремовые текстуры сухими текстурами, он стал не только красивым подсвеченным, но он стал еще носибельным. Если вы куда-то с этим макияжем идете, и вы переживаете, что что-то будет осыпаться или что-то будет там некорректно, да, вести себя на вашей коже, то берем с собой консилер, возможно, потому что тон — это
матч будет. Вот, берем консилер, берем какую-нибудь, да, такую небольшую кисточку, и можно в течение дня немножечко все это поправлять. Но, пожалуйста, не здесь, потому что так вы просто морщинки залезете. И, конечно же, пудру. Если вы идете на какой-то прекрасный долгий вечер, то можно взять не только подсвечивающую пудру, как я сегодня вам показала, но матирующую. Я уверена, что у вас есть, да, либо какая-то рассыпчатая матирующая пудра, либо пудра в каком-то запеченном формате, но, да, таким с матовым каким-то матирующим эффектом. Потому что тогда мы немножко прибьем с вами эту влажность, да, эту красивую, такую притягательную влажность, я бы сказала. Но, тем не менее, продлим стойкость нашего макияжа. Как я сказала, здесь все супер проверено, то есть блески, они будут очень долго держаться, пока вы их не смоете холодной водой, что тоже удобно. И не осыпаются, классно себя ведут на лице. Все средства держатся до последнего. То есть вот то, что я сегодня вам показывала, я прям 100% гарантирую, да, что и скульптор, непосредственно кремовый и кремовые румяна, которые мы использовали, да, жидкие румяна, они у нас не сползут, не окажутся где-то там под скулами, потому что обычно кремовые текстуры, они вот, да, либо интенсивно свою теряют, либо немножко как-то подсползают. Здесь все круто. Варьируйте, экспериментируйте, миксуйте текстуры и показывайте ваш макияж. Буду очень рада. Дорогие друзья, ну вот и все, наше видео подошло к концу, значит, нам пора прощаться. Пожалуйста, напишите, понравился ли вам макияж и куда вы планируете с ним сходить. Мне кажется, он подойдет под любое классное событие, которое дорого вашему сердцу и на котором вы хотите буквально сиять. Я, кстати, его просто ношу в город, поэтому, если вы такие же, как и я, любите космическое сияние, то присоединяйтесь. Спасибо еще раз, что досмотрели его до конца. Надеюсь, что подписались на канал, написали комментарий, поставили колокольчик, лайки, все, что я люблю, все по традиции, потому что это очень помогает развитию моего канала. К сожалению, большинство, кто смотрит, не подписан, но я все равно вас люблю и призываю, что когда-нибудь мы воссоединимся в этой долгожданной подписке. Друзья, спасибо еще раз, до новых встреч, новое видео будет совсем скоро и пока-пока.